Привет всем! Сегодня у нас будет фотосессия вот этой красотки. Она будет позировать, а Арчик будет немного ревновать. Но Арчик тоже попозирует, и мы посмотрим на его гриву. А для начала будет интересный момент. Это уже 11-я серия нашей эпопеи о котятах-мейн-кунчиках Арчи и Анфиса. Если вы не смотрели предыдущие серии, то посмотрите. Итак, котята у нас растут на глазах, и мы замечаем, как они начинают друг от друга отличаться. Все это происходит на даче в Каринтии на озере Асиахерзее, это Австрия. Поначалу они были как две капли воды, похожие, и мы их отличали только по белой капле на носу у Анфисы. Это вечером, она с нами. Сейчас она лежит, это хорошо. Обычно она помогает, у нас вино, сыр, какая-то закуска к вину, и она приходит, запах чует и начинает нам мешать. То есть часто я сижу с бокалом в руке в одной, а другая рука, она поднята вертикально вверх, и на ней стоит тарелка. А снизу Анфиса пытается что-то достать, пока мы ее не выдворим. Это она наблюдает за тем, что происходит на улице. Они с Арчиком очень любят так наблюдать. Какие-то попытки покинуть территорию прекратились. После того, как я ее, в общем-то, застал еще раз на улице и нашли, где она вышла. Это в фильме про то, как Анфиса гуляет по крыше и прыгает за территорию. Вот она. Насекомые. Под этой розой. Они под этой розой часто сидят. Сейчас они стали отличаться все больше и больше. Причем у Арчика лицо более острое, как у лисички. Мордочка такая становится. И у него появляется грива. Я обращу внимание, будут такие близкие кадры, я обращу ваше внимание. А Анфиска, она прекрасна. Она постепенно становится немножко крупнее, формы ее как-то сглаживаются. Поначалу они вообще были очень нескладные оба. И Анфиска, она ничего против не имеет, чтобы ее снимали. Арчик в этом отношении немножко... С ним надо договариваться. А Анфиска, она может так лечь и, пожалуйста, снимайте меня сколько угодно. Это скамеечка. Они очень ее любят. Она пока им по размеру. Котику Вилли она уже маловато. Тогда не очень помещается. А им в самый раз. Смотрите, это у нас Арчик лежит. И обратите внимание, у него начинает появляться такая грива. То есть на щеках, возле ушей постепенно появляется. А это у нас Анфиса. Она села, очень такое место выбрала, кругом цветочки. Она понимает, что фон хороший для нее. И она готова к съемкам. Вообще, конечно, хорошо, что Арчи немножко поспокойнее, что у него темперамент такой более спокойный.
Потому что если бы они оба были как Анфиса, ну, они бы нам устроили, конечно, вообще даже не представляю, что. Вот. А так, как бы, хотя бы у нас один из них такой, который, ну, не требует повышенного внимания. А за Анфиской глаз да глаз, потому что норовит на крышу залезть. Ну, ролики про походы по крыше, про то, как мне приходилось снимать ее с крыши, все это есть. И смотрите. Вот эти террасы перед домом. А на канале есть фильм про то, как этот дом строился. Интересно, если интересуетесь подобными вещами, то есть мы купили участок был, ну, практически там затопленный был, озера не было видно, там были какие-то заросли, буераки, и текла какая-то речка через участок, и стоял такой старый дом, сарай такой с проваленной крышей. Ну вот, все это было заново отстроено, преобразовано, участок, в общем-то, очень много пришлось поработать, чтобы участок привести, ну, в какой-то вид. Вот на канале есть видео, где подробно рассказывается про строительство. Буквально показывается старый дом, как он был снесен и так далее, так далее, так далее. Вот. Позирует. Интересно, сначала, в самом начале, когда их взяли, Арчик на ручке, так сказать, шел. Ну, погладить его вообще не было никаких проблем. А потом постепенно поменялось. Вот сейчас Анфиса как бы не возражает, чтобы ее гладили, чтобы ее, так сказать, даже вот на ручках немножко позволяет. А Арчик стал как-то немножко... То есть Арчик постепенно перенимает все от Вилли. Такое впечатление, что просто вот, ну, родные души. Он все больше, больше, больше становится похож по характеру на Вилли. Сирена, которую вы слышали, это была проверка. По субботам проверка сирены. А вообще она служит в горных условиях, здесь горные условия, она служит для оповещения о надвигающейся буре. А буря может случиться буквально, ну, в течение 15 минут, получаса. Это важно. Будет хорошо где-то до конца октября. А потом уже температуры станут ниже 10 градусов дневные, плюс 10 имею в виду. И постепенно, ну, станет так прохладно, по ночам будут опускаться до нуля температуры. Здесь, в принципе, очень приятный климат. Вот многие обращали внимание, что нет кондиционеров. Ни на домах частных, ни на многоэтажных домах. Вот нет кондиционеров. Они здесь практически не нужны. Вот климат Каринти, при том, что вот озеро прогревается, там мы купаемся 26 до 28 градусов. А лето такое теплое, но жары нету. То есть 28-28 это вот какой-то максимум. Ну 30 бывает редко. А так, в общем-то, очень такой климат мягкий. Вот. Сейчас я вам покажу замедленно еще раз те кадры, с которых ролик начался. Я, честно говоря, на них смотрю и прелесть. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!